Договорились с мужем встретиться в центре. Сегодня суббота. Все же как-никак. День обещают будет теплым, замечательным, спокойным. Поэтому у меня сегодня дел важных больше нет. Поэтому мы сейчас что-то с ним замутим. А там, может быть, еще и Марк подъедет. Ну, в общем, будет видно. Где-то ждет меня там в районе оперы. Валерыч мой, имею в виду. А здесь так пахнет шашлыком. Я вам не могу писать, как пахнет. А я еще сегодня утром проспала. Даже кофе не успела выпить. Вообще ничего. Воды только и все. И теперь такая от запаха шашлыка немножко меня такое ведет. В общем, в магазинах, девочки, я уже не снимаю, не решаюсь, потому что это реально проблема. Все, купила своим девочкам подарки, потом уже вам все покажу. Где-то тут мой Валерыч сидит, а где он сидит? Непонятно, он правильно, он не захотел идти в ту толкучку людей на самом деле. Ага, вон он, вижу, он уже там круассанчики присматривает. Я думала, он скучает, а он круассанчики присматривает. В панос. Ой, красивый мужчина. Ну, дойти, где пахнет, там и он. Вкусно. Видите? Так, девочки, показываю вам первым. Купила маме вот такой вот халатик. Ну, еще все равно вечера у нас холодные, еще только начало марта, еще она, знаете, человек пожилой, она в любом случае вечером постоянно кутается. Вот, пригодится ей и на потом. Получается вот такой вот симпатичный халатик, чтобы сверху накинуть на футболочку. Вот. Потом такие вот тапулечки, самый маленький размер, так, чтобы по дому и ходить, потому что у нее такие типа валеночков, а тапки... Короче, таких мягких у нее, по-моему, сейчас нету. И вот такую милейшую пижамку я взяла. Посмотрите, какая милая. Красивенная. Это просто самое лучшее качество, которое есть в Primark. Вот, такой взяла. И штанишки, они такие как бы, ну, не самые длинные. Они просто высокие, там нужно подтягивать, я так поняла, резинку. Ну, как бы не самые длинные. С такими вот зайками, кроликами. Мне кажется, ей должно быть уютно и приятно. Вот. А вот такие вот я взяла себе дома ходить. Тоненькие уже. Вот тоненькие, широкие, хлопок такой. Вот. Легусенькие. Потому что все уже как-то повыстирывались, какие-то страшнючие. Вот. Часто стираешь. Вот. А Дашуня взяла с Rituals. Взяла и там пару масок на лицо, потом крем SPF ей нужен был, и вот такой вот косметичку красивую от Rituals. Вместительно, ее можно носить как городской вариант. Видите, вот так вот за ручку, как просто летом. Туда телефон положить, там карточки, ну такое. Девочки, 16:24 у меня только завтрак на столе. Ой. Немножко полежала, принесли эти сумки, разобрала, продукты там разложила в холодильнике. Немножко полежала, думаю, надо позавтракать, хочу немножко дремануть. А потом хочу пару салатиков сделать, потому что завтра утром мне нужно будет там еще съездить кое-куда. Мне будет некогда. Вот, чтобы потом посидеть немножко с семьей. Все-таки праздник весны, знаете, мама его празднует, считает за праздник. Все равно в душе мы привыкли, хочется этот день отметить. Поэтому вот так вот. Что хотела... еще написала только, что Сигрид, наша преподавательница, то, что экзамен с четверга, с 12-го, переносится на понедельник. То есть даже неделя, которая была на подготовку, она исчезла. И вот поэтому... Ой, короче,
Короче, все, что не делается, все к лучшему, знаете. Хотела еще, девочки, сегодня купить цветы уже на завтра. Маме с Дашей разобрали все. Вот эти вот именно красивые букетики розочек, потом тюльпанчики, все разобрали. Остались одни вот эти по 30, по 40, по 25 евро. Вот эти вот крупные герберы. Я их не люблю. Мне не то, что там, я не пойму, откуда такая цена. Но они какие-то грубые, какие-то, ну, прям такие, мне кажется, осенние, зимние. И вообще красоты в них не вижу. Там много очень вставлено каких-то и подсолнух, но я не люблю такие букеты. Я люблю просто тюльпаны, или тюльпаны, одни тюльпаны, или розочки, одни розочки. Вот желательно, чем меньше мишуры. Все поразбирали, почувствую. Завтра, может быть, еще получится. Схожу, посмотрю. Ну, обидно, конечно. Ну ладно, поищу завтра утром. Но здесь сколько всегда цветов у нас, и все сегодня разобрали. Хотя сегодня только суббота. Тепло сегодня, и мама вышла погулять. Он сидит, гуляет. Посмотрите, что мне Маркуша только что принес. Посмотрите, какие они шикарные, какого цвета. Я так давно хочу такие розы себе, именно вот такие, чтобы они были розовые. Они просто неимоверные. Мой ты родной, а? Мой ты зайчик любимый. Благодарю, благодарю. А я сегодня еще расстроилась, потому что, ну, не успели купить, и здесь все хорошие цветы разобрали. Он откуда-то вот принес мне. А вот откуда Ну это ли не радость, а? Нет. Все, я поставила эту красоту. Они очень красивые, очень-очень красивые. Такой розовый, смотрите, какой, прям кремовый какой-то, по-настоящему кремовый. Я не знаю, может быть, кто-то помнит. Ну, это было просто очень давно. На самом деле были торты такие в такой коробке, в круглой. Ну, это было очень давно. Это, наверное, было с моего детства. Там была на коробке роза, вот примерно вот такого вот цвета. И торт был очень вкусный. И это было ощущение праздника. И вот сейчас я смотрю, у меня ассоциация с этой коробкой. Вот, это мы к бабушке ездили когда-то с этим тортом. Бабушка потом эту коробку хранила. Вот, а потом эту розу, она даже ее вырезала. Вот, и, видимо, из-за этого она, ну, вот, и хранила. Ну, это бабушка моя. Вот, из-за этого, видимо, мне осталось это в памяти, потому что потом, ну, постоянно я вот эту розу, картинку где-то, ну, встречала у нее дома. Ну, в общем-то, ладно, неважно. Ну, очень красивая. Марк хочет показать вам все, что он купил себе сегодня. Вот сегодня вот такая вот пластинка. Это ну, вот это то, что ты... Да, я уже вижу. То, что мы включали. Да, я уже Помнишь, вижу. маме очень тоже понравилось. Я да, тоже он думал, сейчас что включит. Но... нам надо что-то спокойное такое. Ну то, да, потому что у него все рок прям такой. Не, это не рок. То не рок? Да нет, а что у тебя то было? Металл. А, металл. Металл. Ну, ну, в общем... Такое что-то спокойненькое решил. Тоже Дальше... стильная очень коробка, красивая. Да, такая минималистичная. Дальше щетки. Щетка для этих же пластинок, потому что пыль наседает. А потом ее очень трудно оттуда Ну, это нужно чистить, вычищать, конечно. да. Дальше, Ухаживать нужно. Ну, во ФНАК еще книжки такие тоже. Это что за книга? Любимого, Мураками на тоже английском? Моего любимого, да. Ну, там я погуглил. В принципе, не сложно относительно вот этот английский литературный язык. И, в принципе, да. Ну и Достоевская еще тоже. Белые ночи. Белые ночи, да. Угу. Красивая такая, думаю, маленькая, вот взять куда-то себе. Угу. Да. Это же время хороший такой Да, переплет, ткань такая, ну классика, ткань да. такая классная. А ты не читал, да, ничего? Не, я еще от него ничего не читал. Умничка. Он, да, вообще красота. Умничка. Вот так вот. Ну, поздравляю, хороший ты себе взял покупочки. Покепочки. Да, еще и в зал успел ходить. Еще и в зал зайка. успел сходить. Ну вообще, не день, а праздник. Умница. А мне, представляешь, сегодня Сигрид написала, наша преподаватель, что не можете ли вы с четверга спрекин перенести на понедельник? Представляешь, и у меня целая неделя подготовки просто накрылась медным тазом, потому что завтра 8. Во-первых, у меня завтра утром мне нужно поехать, ты сам понимаешь, куда. Потом все-таки посидеть нужно за 8 марта, да, приготовить. А в понедельник уже все. И когда? То я думала, у меня представь, понедельник, вторник, среда, за 3 дня можно горы свернуть. Ну, мне, блин, ну что она так? Ну, нет, можно было отказаться. Ну, так подумай,
думала, я думаю, я все-таки вернусь на курс назад. Но все равно, ну, зачем я буду себя вот это, Ну, понимаешь, неделю себе... Я не сдала. Да стаж, мне Я кажется. не сдала. Маркуш, я уже не сдала Люстерен. Я уже его не Ну сдала. так это люстра, это ж слушать с этими галимыми записями. Ну так все равно, ну если там все по нулям, то ну я уже ничего, Так все это равно. люстра. Ну так, в принципе, Ну, оно плюсуется поспрекаешь и... Ну так чтобы поспрекать, надо много чего выучить. Там на рецепт надо вот эти все механизмы. Потом визит к врачу, потом описание имперфектум действий, потом моя профессия или профессия моей мечты, ну еще что-то, ну там ну, много всего. И там очень много учить слов нужно. Обязательно, вот эти слова, все глаголы нужно учить. Имперфект. Нет. Я не хочу себя до такой степени насиловать. И дальше что я буду делать на 2-2? Что? Давай, ты сдавай побыстрее 1-2. И мы с тобой пойдем вместе 2-1 потом. Ну, если, главное сдать. Ну да. Учите сдать тоже. Ну да. Ну, в общем, такое. Такая обложка. Как, блин. Прям жалко, если честно, было от пленки. Потому что, честно, эта пыль здесь уже, она уже просто меня достала. Вот окна открыты, начинается лето. Это, ну, здесь с пылью катастрофа. Вы сами видели на зеркале. А и на зеркале, то, что я вам показывала, это было 2 дня всего лишь. Я его не вытирала. 2 дня, девочки. Страх пыль здесь. Красота. Слушай, кто почем убивается. Я вот люблю телефончики, ну вообще гаджеты от Apple, конечно, раскрывать коробочки. Вот, Марка вот этот фетиш, просто книжки и пластинки. Он бережет каждую страничку, не дай бог, чтобы не замять, не испачкать, грязными руками. Просто он так вообще, Даша как взяла у него почитать, он бегал, контролировал вообще, чтобы, не дай бог, она ничего не сделала. Но он прям очень за этим всем следит, бдит, бережет. Вообще, гляньте, Тут тексты песен. Да. Ну, музыка это реально классная, мне очень нравится, да. Будем слухать это. Сейчас придем. Будем слухать это, да. Будем слухать. Будем слухать. Слухать не да слухаться. Будем нервную систему ликувати. А то... Так, ну что, уже мне отдыхать не получается, не сложилось, и уже нет смысла. Я уже почистила яйца на оливье, и, скорее всего, все же еще крабовый сделаем. Я еще доварю яйца, потому что Марк у нас есть из салатов только крабовый. Завтра куплю еще огурчики и редиску, сделаю такой весенний салат, пюрешечку, курицу натушу. Так мне хочется оливье, а сделаю, скажите мне... Ой, девочки, скажите, винегрет, прям последний раз такой вкусный получился, что я прям не наелась, и хочу еще приготовить, и оливье. Но так как на оливье мы не захотели ехать в микс-маркет, чтобы купить нормальные наши колбасы, вот просто, ну, не захотелось, я решила сделать что? Я решила отварить куриное филе и сделать куриное филе. Вот, тоже неплохо, многие так делают, ничего страшного. Вот, и винегрет. Сейчас почищу овощи, наверное, сегодня все почикаю, и все. А завтра съезжу по своим делам, приеду, маму попрошу, пусть картошечку приготовит, быстро курочку, а еще кабачки у меня есть, кабачки можно пожарить кружочками, сделать с чесночным соусом. В общем, будет прекрасный, просто такой весенний праздник, посиделка, потому что, честно, давно нет таких хороших поводов, знаете, чтобы собраться. Вроде бы живем рядышком друг над другом, все в делах, все в хлопотах. Утром уходишь, поздно вечером приходишь, уже нет сил просто идти, общаться. Ну, как-то так жизнь проходит вообще. Вот. В общем, чищу она уже вроде бы, гляньте, даже эти я не сняла, скажите, паростки. Сейчас почищу, порежу, остынет, буду резать, и все. И будет завтра всем приятно, я думаю. Мы не говорили ничего девочкам, пусть это будет сюрприз, потому что мы изначально договаривались, ничего не будем, ничего, как бы, и мама говорит, что, ой, давайте ничего не будем, такое сейчас время, так все сейчас везде тяжело, ну, вот, так что
том-то все и дело, что на хорошее время мы экономим. Нужно самим себе устраивать все хорошее. Вот, приготовила я уже винегрет. Ну, вы знаете мою привычку, что я сразу его не перемешиваю. Завтра уже перемешаю, масло добавлю. Вот сегодня для меня почему-то важно, чтобы ночь он поставил именно вот такой вот, знаете, слоями. Хотя это винегрет, да? Винегрет, казалось бы, наоборот, он должен перемешаться, окраситься, пропитаться, вот там лучком, обязательно маслицем. Ну, почему-то я хочу это делать всегда на следующий день. Вот. Я уже приготовила оливье. Я вам сказала, да, что я сделала его с курицей сегодня. Отдала, правда, Дашуня заходила, я отдала им в их холодильник, у них там больше места. Вот, поэтому, ну, что вам показывать, господи, оливье, вы прекрасно видите, знаете, как выглядит. Ну, точно так же, как и винегрет. Вот, ну, просто по факту рассказываю, что сделала. Отправляю его в холодильник. Вот, и вот сейчас делаю с крабовых палочек. С мамой уже поговорила. Она завтра сделает, решим. Мы так еще не решили, что мы будем делать. То ли рубленые котлетки, то ли просто у меня бедра эти, бедра с индейки без кости, может просто отбивные или палочки. Короче, не знаю. Не знаю. Я уеду, она поручение дала, чтобы она что-то с этого приготовила. И картошку, чтобы они отварили. И все, собственно говоря. И нам останется только кабачки, потому что их нужно свеженькими сделать. Ночью они будут, точнее после ночи они уже будут, ну такое будет уже не то. Вот, поэтому, девочки, вот такие планы. И вот смотрите, у меня здесь что творится, куча мало. Вот, я сразу готовлю мой, он уже столько банок из-под огурцов, из-под горошка и кастрюли здесь у меня вообще мало, маленькая кухня, конечно. Тут Даша говорит, давай я тебе помогу порезать. Я говорю, даже где? Тут Марк пришел, делал себе лаваш с курицей. Мы реально тут с ним толкались попами, такое, друг друга только нервировали. У нас понедельник уже сегодня, и я пришла с Дашуней на наш экзамен, только я пришла по спрекину. Перенесли с четверга на понедельник, но я пришла сказать, что я не буду даже вставать, что я хочу вернуться назад на 2.1, потому что все понятно, тут без слов. Вот. Не знаю, конечно, как она это воспримет, но думаю, что ничего страшного. В принципе, все отлично. Она меня поняла, говорит, боже, это очень хорошая идея, потому что, ну, это ни на что вообще не влияет, только на вашу уверенность и ваши знания. Просто все, то все прошло легко, замечательно. Но удивительно оказалось то, что иллюстрон, я думала, провалила полностью все, полностью просто, потому что на самом деле сложно, ничего толком не поняла со всех 4 аудио. Вот, ну, оказалось, что 85%, представляете? Все-таки правильно. Ароматерапия. Я думаю, это куда-то нужно класть вот эти специальные вещи, которые, ну, вот эти емкости, поняла? Но она которые вообще не там пахнет. или греют, или что-то они там делают. Да. Вот, и от этого идет запах. Да. Так, Смотрите, так ну, хочется куда-то его. ну это реально, это так просто визуально красиво. Просто вот даже как это выглядит. Вот я просто маме только что выбирала помаду, и вот у меня такое на руке. Набор, да? Такой 4. Смотрите, какая милота, уточка. А есть еще вот такой вот, смотрите, мишка черный.
Ну, вверху все шарики, а здесь еще такая вот черепашка есть зеленая. В общем, это магазин, всякие здесь все БАДы, добавки, витамины, всякие вещи, ну, по уходу, для здоровья, соли, ванны. Даже какие-то сладости вот полезные, скорее всего. Шоколад, наверное, который без сахара. Пошли, Даша. Девочки, притащила Дашуню в свой любимый магазин для поднятия духа и настроения. Я реально здесь отдыхаю, я не пойму, что здесь за магия в моем случае. Ну, мне не надо ничего покупать, вот это самое просто хождение среди этих вещей меня просто успокаивает. Ну, вот, и это уже точно. Хотя мне уже сейчас успокаиваться нечем. Я, наоборот, если честно, я прям довольна, все решилось наилучшим образом. Я потом уже расскажу, конечно. Ну, очень красивая вещь, но она тяжеленная. Очень красивая. 21,50. Хорошая такая добротная фруктовница, не знаю, что это. Такая ваза. Гляньте, помада не стирается. Видите. Хорошенькая, гляньте, какая. Посудинка. Супница, да, или что, под жаркой. Какое. Один, собачка два. Эйн, твейн. Я уже дома, девочки, у меня там готовится ужин для Марка, потому что он не ест вот эти все салаты, которые вчера я готовила там просто мы посидели, пообедали, так сказать. Я вам обещала вот немножко вам рассказать. В первую очередь я хочу вас еще раз поздравить с праздником. Я понимаю, что каждый человек относится к этому празднику по-своему. Я к этому отношусь совершенно с пониманием, не осуждаю ни, боже упаси, никакую сторону, никакие взгляды. Вот, просто хочу поздравить вас, девочки, с весной, сказать вам, что вы у меня самые лучшие, самые прекрасные. Я горжусь, что у меня такие зрители. Вот, это, знаете, как мужа судят по жене, точно так же, как по комментариям судят владельца канала. Я просто горжусь тем, что пусть у меня медленно, мало, но какие вы все прекрасные и избирательные. И я горжусь вами, честно скажу. Я горжусь тем, какой у меня круг моих зрителей. Вот. И я желаю вам всего самого доброго, прекрасного, в первую очередь здоровья вам и вашим близким. Желаю вам благополучия, желаю, чтобы в доме вашем был всегда мир, взаимопонимание, чтобы
все ваши близкие дарили вам только радость. Это самое-самое главное. Вас каждую обнимаю, каждую ценю и безмерно вами всеми дорожу. Вот, спасибо вам огромное, что вы у меня есть, и что вы когда-то в один прекрасный день выбрали меня, подписались, и вот до сих пор вот, остаетесь со мной. Так, по поводу курсов я вам скажу, что я очень переживала, как воспримет это учитель. Ну, почему-то, я не знаю, думала, скажет, нет, может быть, там, все равно делай, или там что-то, ну, в общем, переживала я, неважно, там, что я думала, но факт того, что она сказала, на самом деле, что это очень хорошая идея, что все правильно, и что Люстерн действительно не очень, что там прям, ну, не совсем прям ноль, как я думала. Вот, один текст, она вообще в восхищении, и она прям, ну, просто, она не успевала это мне повторять, потому что именно на этом тексте засыпалась вся группа, там прям в основном все красное. И она говорит, там был вопрос с подвохом, действительно такой, что там, ну, написано, что может быть 2 положительных ответа, и люди, говорят, поставили, хотя именно 2, хотя там одно противоречит другому, вот. И, в общем-то, она прям вот очень долго повторяла про этот текст. И я скажу вам, что вообще она, конечно, говорит, что она в стрессе, потому что, в общем, группа Люстерн сдала не очень. Но действительно, когда она открыла эту страницу у себя там в Мудле, вот, то все было прям красным пестрело. Красным это, ну, очень плохо. Вот, и все прям, и это не то, что, знаете, все зеленое, и только у меня там красное или еще там у кого-то. На самом деле, очень все неважно написали. Вот, но, понятное дело, всем хочется выскочить как-то, пойти дальше. Ну, не знаю почему, мне хочется закрепить знания, потому что это мои знания. Это не то, что там, знаете, какая-то там сдашь экзамен, выйдешь из тюрьмы, не сдашь экзамен, не выйдешь. Знаете, что это вопрос жизни и смерти. Нет, это вопрос твоих знаний. И смысл мне идти дальше, там, где люди будут сидеть умные, понимающие, и я буду вообще, знаете, как тупой еще тупее. Ну, нет, зачем мне? И ощущать себя среди умных людей прям окончательно тупым я вообще не хочу, поэтому я вернусь на повтор, и она говорит, вообще прям молодец. Единственное, что хочется, конечно, чтобы была хороший преподаватель, вот по типу, как вот она, чтобы было легко ходить, потому что есть такое, мне рассказывают мои сейчас знакомые все, что есть разные, конечно. Ну ладно, уже как будет. Вот так вот. Так что я иду снова на 2-1. В любом случае это будет буду записываться только 19 числа. Вот хотелось бы, конечно, с Марком уже попасть, чтобы вот с кем-то со своих ходить. Но Марк, наверное, еще не успеет к тому времени сдать свой уровень. Сейчас он на уровень ниже нас с Дашей. Так что, в общем-то, все вот так вот обстоит. Вот так вот дела. Я отлегло у меня уже. Этот вопрос, который меня мучил, потому что, ну, собственно, главное, знаете, следовать не амбициям, а здравому смыслу. И все. Вот так вот. И действительно мне нужно будет сесть и учить его, потому что уровень был сложный, а я же его не учила. Я учила и 1.1, 1.2. Ну как учила? И не то, что прям учила, но я уделяла этому внимание. А этому уровню я уделяла очень мало внимания. Может, это из-за того, что 2 раза в неделю всего было. Я постоянно откладывала. Я не знаю. Но я действительно расслабилась, действительно, вот, ну, тут ничего не скажешь, я сама виновата. Нужно больше уделять внимание, учиться, заниматься, как-то, в этом плане работать нужно, работать. А у меня, вы знаете, у меня куча дел, у меня куча, я не могу просто обо всем рассказывать, но я очень прям, в одно время я зашиваюсь просто. И на это все нужно и время, и силы, и моральные, откуда их только брать. Еще, ведь вы же видите, я даже канал при всем своем желании не вытягиваю, так, чтобы хотя бы через день снимать, и то, это еще так, что я еще хоть так. Просто очень, на самом деле, очень много всего. Вот, так что вот такое вот, девочки. Готовлю сейчас ужин, потому что очень голодная. Сходили с Дашей, прогулялись, поехали в ТЦ. Вообще мне нужно было купить порошок. Ну, в общем, в итоге порошок того, что я обычно покупаю, его нет, а там, что был, можно было купить, но он большая пачка, тащить его в руках не хочется, нужно брать, взять какую-то сумку, тележку. Мы с ней просто погуляли по ТЦ с Дашей, купила маме помаду. Она ей подошла, понравилась. Вот почему-то вам не показала. Блин, ну как всегда. Вот, она обрадовалась, вот, потому что я как заглянула на днях, а у нее какая-то темно-фиолетовая, ну вообще, ну как у мертвеца, понимаете? Я говорю, мама, ну почему ты мне никогда не говорила?
Вот, ну, короче, купила ей помаду, порадовала ее. Потом мы с Дашей поехали в Виннингем, вот этот городок, прогулялись там с ней, зашли в этот Гринвинкель. Ну, мы немножко там времени провели, ничего не захотелось, ничего не... Ну, так просто. И прогулялись по городку. Даше тоже он понравился, реально уютный, спокойный, такой тихий. Вот, и все, и приехали домой. Зашли в магазин. Вот, я дала им там салатов со вчерашнего дня. Ну, такое. Теперь собираюсь сама поужинать. Так что вот такой, девочки.